Вот обратите внимание, сейчас я вам показываю соцветие метельчатой гортензии Самарской Лидии, которая у меня растет в открытом грунте. Ваниль Фрейс начала окрашиваться в начале сентября. И сейчас имеет вот такой красивый оттенок соцветий. А вот так сейчас выглядит соцветие Diamond Rouge. Растет у меня на солнечном месте, получает достаточно большое количество солнечных лучей. А вот так выглядит соцветие Vim's Red. Смотрите, какие интересные оттенки появились при понижении ночных температур. Растет также на солнечном месте, получает много солнечных лучей. Vim's Red. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. В этом видео я вам расскажу об нескольких причинах, почему не происходит окрашивание соцветий метельчатых гортензий в розовые, в красные, даже в багровые тона. Вот есть такие сорта, допустим, Vim's Red. Очень известный сорт, не новый, но очень он мне нравится. Он окрашивается аж в такие винные такие оттенки у него, как вот красное вино. Интересный очень сорт, красивый. Я вам покажу, как выглядит саженец. И расскажу вам сейчас, почему же так происходит. Причин там несколько. Это, в принципе, достаточно все просто. Многие с этим сталкиваются, когда, посадив гортензию и надеясь, что она вот-вот даст какие-то там розовые, красные оттенки, почему-то остается белой, фисташковой, ну, в крайнем случае, чуть-чуть там по краешкам она розовеет. Первая достаточно популярная причина, почему не краснеет соцветие метельчатой гортензии, это проблемы с совестью. Ну, конечно, эти проблемы не у метельчатой гортензии, а у продавцов, которые, ну, случается так, бывает, впаривают пересорт. Такое случается и у крупных питомников. Ну, бывает такое явление, конечно, некоторым это приносит какое-то сильное огорчение. Я тоже с этим сталкивался. Вроде бы посадил одно, а выросло немного другое. Но я не сильно огорчаюсь, потому что бывает, вот в моей практике такое случалось, что даже с пересортом мне пришли очень хорошие, красивые сорта метельчатой гортензии, поэтому я не сильно таки расстроился. Пересорт, да, бывает пересорт. Есть достаточно большое количество сортов метельчатых гортензий, у которых соцветия белые. Но в крайнем случае, там вот осенью, в сентябре, в средней полосе начинают окрашиваться краешки листьев в розовый цвет. А человек ждет, садовод, что она должна стать полностью там красной, ну или хотя бы розовой. Такое тоже случается. Вот пересорт. Следующая причина, вторая, это перепады дневных и ночных температур. Розовеют соцветия метельчатой гортензии. Вот смотрите, вам сейчас показываю. Это Самарская Лидия. Она у меня растет. Вот здесь я ее специально поставил. Не буду я полностью показывать, поднимать. Она растет у меня в 7-литровом горшке. В закрытой емкости, закрытая корневая система. Она начала краснеть только лишь с приходом, так скажем, пониженных ночных температур. Ну, что значит пониженных? Ну, ночью у нас температура, вот я в Московской области, сейчас сентябрь, ночью температура где-то бывает плюс 5, бывает плюс 10 градусов, а днем тепло, солнечно, плюс 20-22 градуса. Вот в такой период начинает изменять цвет метельчатая гортензия. То есть нужно, чтобы у нее были вот такие перепады по температуре. И в этом случае цвет меняется. Ну, в случае, конечно, если у вас не пересорт. Вот обратите на это внимание, потому что не все, даже, я бы сказал, нет таких сортов метельчатой гортензии, которые сразу бы, вот как только она начала распускаться, вот прям сразу она красными цветами, красными соцветиями цветет. Нет, вначале обычно соцветия имеют светлые фисташковые бывают, светло-зеленые такие тона, а уже потом в процессе она начинает приобретать свой красивый такой вот цвет. Третья причина, которая является, пожалуй, самой основной, самой распространенной, вот почему не уходят соцветия в розовые, в красные оттенки,
это посадка метельчатой гортензии в тенистые места, причем в глухую тень. Те сорта метельчатой гортензии, которые, вот, например, самарская лидия, которые должны приобретать розовые и красные оттенки, и желательно сажать на солнечном месте, ну, в крайнем случае полутень. То есть хотя бы половину дня, а желательно большую часть дня, должны все-таки солнечный свет, солнечные лучи попадать на соцветие метельчатой гортензии. В этом случае они будут приобретать вот эти розовые, красные, багровые тона. Вот эта гортензия, которую вы сейчас видите у меня за спиной, это ваниль фрайс. Она, конечно, при посадке на солнечные, ярко освещенные места приобретает еще более красные оттенки. У меня же она растет в полутени. Но все-таки ей достается небольшое количество солнечного света. И вот сейчас, в сентябре, у нее достаточно приятный такой оттенок. Розовый. Мне нравится такая расцветка. Ваниль фрайс, очень известный, хотя не новый сорт метельчатой гортензии, достаточно популярным является. Ну и Вимс Ред, конечно, он, пожалуй, наиболее ярко проявляет вот эти красные оттенки, о которых я сказал в начале. Сейчас я вам, кстати, покажу саженец. Вот смотрите, вот так выглядит саженец. Обратите внимание, очень часто у гортензий с розовеющими или краснеющими соцветиями, вот посмотрите, какие побеги. Побеги имеют такой вот тоже цвет немножко с красным, то есть такой красно-коричневый, немножко такой вот он бордовый. Вот обратите внимание, надеюсь, камера хорошо передает цвет. Вот это Вимс Ред, то есть он даже саженцем проявляет свои, показывает свои признаки, по которым можно отличить его от других сортов. Выращиваю я саженцы в литровых горшочках, не скуплюсь на объем грунта. И вот посмотрите, какая корневая наросла за один сезон. Выращиваю я с применением осмокота. Ну, о том, как я получаю такие сильные саженцы за один сезон, у меня есть отдельное видео, вы можете его посмотреть на моем канале. Еще одну назову причину, хотя она не является какой-то определяющей, но многие вот придают сильное значение кислотности грунта при посадке метельчатой гортензии. На самом деле метельчатая гортензия будет хорошо расти в том числе и на нейтральной почве, хотя, конечно, предпочитает она слегка кислые почвы, за этим также надо следить. И вот при создании благоприятных условий для произрастания этого растения, все-таки вы получите более яркие, насыщенные цвета. Цвета соцветий, если кто интересуется именно вот такими розовыми, красными. Хотя, конечно, метельчатая гортензия, сорта с белыми соцветиями. Вот мне, допустим, очень нравится сорт Юник, старый сорт, но просто вот отличный. Это, конечно, дело вкуса. Кому-то нравится, чтобы было соцветие вот полностью состоящее из стерильных цветочков или преобладающие стерильные цветочки, вот эти крупные такие, да, с большими лепестками. Мне, например, нравятся сорта, в которых также видно и фертильные вот эти небольшие цветы, которые внутри как бы располагаются соцветия. Очень красиво смотрится, и, как правило, они дают очень интересный, приятный аромат, привлекают в сад опылителей, шмелей, пчел. Ну, поэтому, друзья мои, все очень просто. Создавайте оптимальные условия, хорошее освещение, выбирайте сорта у надежных поставщиков саженцев, следите за кислотностью грунта, вовремя поливайте, обрабатывайте от вредителей и болезней, и вы получите прекрасные, красивые соцветия, которые мы часто очень видим в интернете, где-то на картинках, на видеороликах. Очень многие показывают, любители, вот как цветет гортензия. Да, это действительно увлекательное занятие, и гортензия способна подарить садоводу, цветоводу положительные эмоции. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом выращивания метельчатой гортензии в ваших условиях. Расскажите, какие сорта вы выращиваете, какие предпочитаете. Будет очень интересно. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.